Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот период времени, а именно отрезок времени с 19 по 25 января. Какие карты же вам выпадут сегодня? Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным, и вы найдете много общего с тем, что, соответственно, происходит в вашей жизни и в этом раскладе, и можете написать в ваших комментариях, в ваших отзывах, насколько это видео с вами резонирует непосредственно. Напомню, что вы можете также подписаться на мой YouTube канал, вы можете оставить лайк, оставить сообщение под этим видео, буду тоже очень и очень рада. Итак, расклад по дням, то есть на каждый день недели мы достанем по одной карте из сначала основной колоды, затем из дополнительной. Посмотрим на те комбинации карт, которые у вас, львы, выпадут, и какие дни, соответственно, какими для вас будут. Хотя это общий расклад, и в целом дни могут несколько смещаться, возможно, или меняться местами, но для большинства из вас, я думаю, расклад все-таки подойдет преимущественно по дням. Итак, давайте посмотрим, львы, что же происходит у наших львов в период, напомню, с 19 по 25 января. Итак, знак Лев. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, Лев, давайте посмотрим, почему у львов выпали такие карты. Не скажу, что самые лучшие, но давайте разбираться. Карта Луна, первая карта, карта рыб. Да, возможно, у кого-то общение с человеком знака рыбы будет важным, но вот общее значение Луны — это какие-то переживания будущего, какая-то боязнь или страхи, что что-то может пойти не так, что что-то может от вас быть скрыто, что вы чего-то не знаете, что что-то как в сумерках, да, для вас, то есть что-то призрачно, непонятно, неясно, вы не знаете, чего ждать дальше, соответственно, боитесь каких-то подводных камней, которые могут на пути к вашим мечтам, допустим, вам встретиться. То есть здесь по карте Луна вы можете быть или не уверены в себе, да, в своих возможностях, или сомневаетесь там в людях вокруг вас, то есть какие-то есть вот волнения, поэтому тревоги. Может быть бессонница у кого-то, потому что Луна — это небесное светило, которое ночью видно, да, то есть это что-то, вот вы можете смотреть на Луну, то есть вы можете здесь плохо спать, да, может быть работаете там, не знаю, допоздна, может быть по карте Луна вы здесь мечтаете о чем-то, глядя на Луну, то есть строите планы какие-то, о чем-то фантазируете, планируете, но опять-таки это все настолько пока что в мечтах и настолько не подкреплено, что ли, реальностью, да, что вы вот больше об этом думаете, чем это есть на самом деле. Кстати, здесь беременная девушка. У кого-то могут быть вопросы, связанные с там, зачатием ребенка, с фертильностью, да, в целом способностью к деторождению, то есть какими-то вопросами материнства, планирования материнства, а здесь могут также иметь значение. То есть все, что имеет отношение к женскому циклу, да, потому что он привязан к Луне. Давайте посмотрим, что же здесь еще может иметься в виду у львов на понедельник. Почему выпала карта Луна? 20-й аркан, страшный суд, да, старший аркан, страшный суд. Здесь называется урожай. То есть здесь может быть да, важный выбор, который вам нужно сделать, но опять-таки вы здесь можете бояться, что может что-то не получиться, что вы можете не получить то, на что вы заслуживаете, чего вы сильно хотите, или не добиться успеха в том, к чему вы так стремитесь, чего вы так сильно хотите, к чему идете долгое время. Возможно, боитесь, что
вы не получите тот урожай, на который вы рассчитываете. Также здесь могут быть страхи, что могут быть какие-то из прошлого ситуации снова подняты, снова могут быть какие-то напоминания вам там о каких-то ваших долгах, о каких-то конфликтах из прошлого. То есть что-то может как будто вернуться из прошлого или какие-то ситуации из прошлого, которые здесь напоминают о себе. И по карте Луна они вызывают у вас какие-то страхи, волнения, тревоги, соответственно, или какая-то работа, которую вы откладывали на потом, а тут в понедельник вдруг она к вам возвращается, напоминает о том, что ее нужно сделать, и вы там много времени сидите ночью, уделяете этой работе, допустим, да, и просто меньше отдыхаете. Тоже как вариант. Дальше идет карта Королева жезлов, карта огненного знака, это ваша карта. Может быть общение с таким, как вы, огненным знаком, это лев, овен или стрелец. В целом жезлы, королева жезлов для меня больше ассоциативно. Это такая бизнес-леди, то есть человек, который очень целеустремленный, такой профессионал своего дела, который очень такой... может быть, честолюбивый в чем-то, может быть, строгий к себе, строгий к окружающим, но при этом очень справедливый. Человек, который по королеве жезлов, скорее всего, вот она здесь держит урожай, фрукты, да, получил, опять-таки, урожай, акцент на урожай, здесь акцент на урожай, то есть получить что-то, во что вы вкладываетесь. Вы работаете над чем-то, вы хотите получить результат, вы рассчитываете на получение какой-то или прибыли, да, денег, или какого-то другого иного результата, но желание получить результат у вас, потому что вы для этого трудитесь. Итак, королева жезлов у львов на вторник. Почему выпала королева жезлов? Карта девятка пентаклей. Но тоже как добиться успеха. Работа, чтобы добиться успеха. Работа, чтобы завершить какую-то работу, дело успешно и получить вознаграждение, то есть ваш труд, чтобы был вознагражден. Здесь по девятке пентаклей, чтобы чувствовать достаток, успех, вот это благополучие. Может быть, здесь семья изображена, что вы можете, не знаю, обеспечивать свою семью, или что вы можете здесь почувствовать свое какое-то, вот знаете, как свое честолюбие, да, что вам это удается, потешить свое честолюбие, что вы это можете сделать, что вы в состоянии это сделать. Карта девятка пентаклей. Дальше четверка кубков. И вот она в Таро Тота, Таро Алистера Кроули называется лакшери, да, пресыщение чем-то. Здесь действительно у него как пресыщение. Пресыщение чем? Едой, напитками. У него там бутылка чего-то стоит, чипсы на коленях. Он весь такой немножечко обрюзгший, сидит перед телевизором. У меня такая затертая эта колода, потому что ей уже лет 10, но думаю, все равно видно хорошо, да, эту картинку. Четверка кубков показывает человека, который в каком-то таком апатичном состоянии находится, которому вроде ничего не хочется здесь. Вот как-то он вот так немножечко подустал, возможно, или здесь обижаетесь на кого-то, уходите в себя, и вам хочется побыть один на один с собой, не знаю, там посидеть, телевизор посмотреть, или так устали от работы, что хочется просто уже отдохнуть от этой работы, либо вы здесь в каком-то состоянии апатии просто находитесь, определенной или неуверенности, вот как дальше быть и что дальше делать. То есть такой контраст по сравнению с вторником, но вот тем не менее есть эта четверка кубков. Давайте посмотрим, почему у львов выпадает четверка кубков на среду. Здесь карта семерка пентаклей, да, долго, что-то много занимает времени, у вас появляется апатия, что рутина, каждый день одно и то же, нужно это делать, какое-то состояние вот этой апатичности, обиды, что много времени приходится и сил вкладывать во что-то по семерке пентаклей, и вам хочется еще результата большего, а вы пока что его не получили, и нужно быть очень терпеливыми, очень такими, да, спокойными в том, что вы делаете, рутинно выполняя какие-то задачи. Но вам как будто бы у вас это вызывает апатию определенную. Дальше тройка мечей, карта неприятностей или какого-то разбитого сердца или конфликта, который у вас с кем-то назревает. Не самая хорошая карта, может говорить и о плохом самочувствии на самом деле. Но вот она в целом, да, давайте так, она о каких-то неприятностях. То есть что-то вас ранит, что-то вас обижает, что-то вас расстраивает. Может быть, кто-то вас обижает здесь, да, больно делает, причиняет боль. Карта тройка мечей. Давайте посмотрим, что здесь имеется в виду у львов в четверг. Тройка мечей, двойка жезлов, тройка мечей. Двойка жезлов, она о каком-то состоянии, знаете, как
нейтральной ситуации, нейтральной позиции вашей. Может быть, кто-то к вам относится здесь нейтрально, или вы чувствуете какую-то пустоту. Может быть, нет ощущения, что вас поддерживают, не знаю, близкие. Очень интересно, конечно. Двойка жезлов. Я просто хочу понять, рассмотреть, что здесь она делает. Она здесь держит веретено, да, она ткала, наверное, ткань этими нитками. Здесь лягушки у нее забрали эти, как их назвать? Предила или как, не знаю, в общем, вот эти вот штуки, которыми она на этом веретене, да, эти нитки пряла. Значит, то есть кто-то как будто может мешать вашей работе или мешать вашим делам. Возможно, здесь вы чувствуете какую-то дистанцию или отстраненность между вами и каким-то важным для вас человеком. Либо вы здесь узнаете какую-то информацию, двойка жезлов, это еще как узнать что-то, проявив интерес. И это что-то может вас расстроить, какую-то неприятность такую для вас иметь. Также вы можете здесь думать по двойке жезлов о том, что, возможно, имеет смысл, вот вы имеете какой-то результат уже в том, что вы делаете, но, возможно, имеет смысл попробовать еще что-то другое взамен тому, что есть сейчас, но при этом как будто сомневаетесь, стоит или не стоит это делать, то есть по тройке мечей переживания из-за этого, или боязнь, что это будет приводить к каким-то неприятностям, допустим, для вас. Могут быть какие-то размышления о поездке, но тоже как-то воспринимаются вами, а не как с тревогой, с переживанием. Тройка жезлов. Ваше желание, несмотря ни на что, решить какой-то вопрос и прийти к поставленной цели. По тройке жезлов. Может быть, вы просите здесь у кого-то помощи или поддержки, или пытаетесь привлечь внимание к своей персоне, к своим проблемам, к своим задачам других людей, которые вам здесь каким-то образом могут помочь. Это или коллеги по работе, или ваши близкие. То есть обратить на себя внимание. Тоже как режим такое ожидание здесь, взгляда там в перспективу, да, то есть в дальнейшее, в будущее. Давайте посмотрим. Тройка жезлов у львов на пятницу. Карта девятка жезлов. Девятка жезлов. Усиленная работа над тем, чтобы прийти к результату. Смотрите в будущее, да, думаете о том, как дальше будут происходить события. Упрямо выполняете свою работу, тянете себя, да, к своей цели. Спокойно выполняете какие-то задачи, чтобы прийти к финансовому успеху. Может быть, построить карьеру. А в целом здесь вы готовы защищать себя, свои цели, свои интересы, если даже кто-то пытается на них посягнуть. И дальше карта пятерка пентаклей, и здесь же еще и король мечей в этой колоде, вот так они рядышком выпали, то есть врач, пациент, здесь пожилой человек, возможно, обострение каких-то заболеваний, не дай бог, хронических. Потому что все-таки здесь такой пожилой человек, то есть какие-то болезни возрастные, которые чаще бывают, допустим, могут дать о себе знать. Также по пятерке пентаклей может быть ситуация, где вы чувствуете, что вы должны вложить во что-то деньги незапланированно, как будто тратите деньги, да, не хотелось бы этого делать, а здесь какие-то дополнительные расходы, допустим, на поддержание здоровья или там что-то сломалось, нужно купить. То есть вот что-то как не входило в ваши планы, а вы это делаете, здесь тратитесь. Либо ощущение, что вы как за закрытой дверью, то есть чувство одиночества. Знаете, вот как старики часто жалуются, что ой, дети не звонят, внуки не звонят. А вот приблизительно тоже ощущение, что вот как будто одиночество, да, вот я не нужен или не нужна, на меня не обращают внимания, там дети не пишут, допустим, да, не интересуются. Вот какое-то такое чувство тоже может быть. Карта пятерка пентаклей. Давайте посмотрим, что же здесь еще. То есть как ощущение, что вот у всех все хорошо, а я тут вот как-то, да, не совсем рад тому, что есть. Карта 21-го аркана, карта мир по 21-му аркану. И вот здесь вот интересно, потому что у кого-то здесь может быть даже пятерка пентаклей и мир. И дальше король мечей, роды. Кто в ожидании рождения ребенка, может быть, карта пятерка пентаклей и мир. Также здесь может быть, ну вот, знаете, как даже не знаю, мир, переходный какой-то этап, завершение, освобождение, чувство свободы определенной, которое вы здесь получаете, но через потерю или через какое-то
момент, где вы будете разочарованы. Может быть, вы в каком-то конфликте с кем-то находились, но здесь будет перемирие или какое-то успешное решение этого вопроса. То есть добиваетесь хорошего результата в конце дня или успеха вот этой ситуации, в которой вы находитесь в субботу. И дальше карта короля мечей, воздушный знак, возможно, общение с воздушным знаком, то есть весы, близнецы или водолеи, у кого-то, правда, общение с врачом, король мечей, либо вы здесь в воскресенье можете быть очень такими властными, проявлять качество такого короля мечей, четверка мечей также. Вы здесь можете, если уроды у кого-то, да, то есть здесь период как отдыха после них. Вот он лежит здесь, отдыхает. Здесь будет период, когда вы будете анализировать ситуацию и с холодным умом анализировать ее, то есть лишенными чувств, лишенными какого-то пристрастного взгляда, то есть оценка ситуации, самоанализ ее по четверке мечей, период такой паузы, остановки для вас, когда вы стараетесь здесь рассуждать о будущем, опять-таки стараетесь принимать какие-то решения, какие-то свои выводы, свои умозаключения делать касаемо тех фактов, которые в вашей жизни есть. То есть старайтесь подумать, да, больше поразмышлять, не действовать, а думать. То есть мысли, идеи, размышления, какие-то планы, которые вы строите здесь. Очень логичный подход к тому, что вы, собственно, здесь делаете. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для львов на неделю с 19 по 25 января мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.